Всем привет! С вами Татьяна Захарова, я основатель интернет-магазина greenbird.ru. Сегодня мы с вами продолжим плести колечки из бисера. Посмотрите, здесь у нас уже был ролик. В подсказках ссылка на ролик, как мы делали колечко-лягушка из 3 бисерин в основании кольца. И вы, наши подписчики, спрашиваете, как же сделать лягушку из 2 бисерин. Я сейчас вам покажу. В прошлом ролике мы использовали бисер Делика. Он продается у нас в интернет-магазине greenbird.ru. Бисер Делика размера 11,0. Это такой японский цилиндрический бисер. Идеальные кирпичики. Бусины у него такие квадратные и складываются в идеально ровное полотно. Посмотрите, вот эти колечки в прошлый раз мы сделали из бисера Делика. Из такого же бисера Делика мы делали зимой вот такие новогодние фигурки. Посмотрите, вот здесь вот ссылка на ролик, как мы делали такие фигурки из бисера Делика. А сегодня я покажу, как выглядит кольцо из обычного круглого бисера 11,0. Круглый бисер 11,0 я беру японской фирмы Toho. Он тоже продается у нас в интернет-магазине Greenbird. Посмотрите, как он выглядит по сравнению с Деликой. Вот Делика, она более квадратненькая, более такая кирпичикоподобная, а это обычный круглый бисер. В общем, давайте сплетем колечко-лягушку из 2 бисерин в основании и посмотрим, как будет выглядеть кольцо, сделано из круглого бисера. Я беру нитки для бисероплетения, это мои любимые Toho 1G. Ссылка на них тоже есть в описании под этим роликом. Я люблю именно эти нитки, не знаю за что, просто люблю, потому что они красивые и потому что у них есть очень много разных цветов, и у меня никогда с ними не было никаких проблем. И вообще они японские, то есть это очень-очень классные нитки, поэтому я ими пользуюсь. Я отмотала вот примерно столько, мне кажется, ну, нам хватит. И теперь я вдеваю нитку в иголку. Иголка тоже должна быть специальная, бисерная. Не бисерная иголка не пройдет в бисер, поэтому обязательно купите себе иголки специально для бисера. Они, кстати, тоже есть в описании под этим роликом, в ссылках. А в описании под этим роликом есть еще ссылка на схемы. Посмотрите здесь внизу. Схемы специально для вас. Мы нарисовали разные варианты животных. Есть лягушка из 3 бисерин, такую мы делали в прошлом ролике. Есть уточка, лягушка из 4 бисерин, свинка, коровка, маленькая лягушка, уточка и наша зеленая птичка. В общем, выбирайте любой дизайн. Мы с вами сейчас сделаем вот эту лягушку из 2 бисеринок. Берем нитку с иголкой, готовим схему и набираем 3 бисерины. Для нашей лягушки мы сначала сплетем полоску из 2 бисерин и потом к ней пришьем глазки. Начнем плести лягушку мы с вот этого момента. Мы наберем 3 бисерины. Зеленую, розовую и зеленую. Подтянем бисер на конец и пройдем через первую бисеринку. Мы сделали первый столбик из 3 бисерин. Теперь мы набираем зеленую бисеринку, вот эту на схеме, и проходим в розовую, снизу вверх. Это начало нашего мозаичного ряда. Набираем еще одну зеленую бисеринку и проходим в выступающую зеленую снизу. Теперь берем еще одну бисеринку и проходим снизу вверх. И таким образом мы продолжаем плести до тех пор, пока не придет время набрать еще одну розовую бусинку-щечку. Одну бисеринку набрали, набрали еще одну, потом еще одну и плетем нашу полосочку. Вот получается так. И пришло время для щечки. Следите за натяжением нити, держите пальцами, подтягивайте нитку, чтобы у вас было плотное плетение. И все. Теперь продолжаем плести такую полоску до тех пор, пока мы не достигнем нужной длины нашего кольца. А пока я плету, вы поставьте нам лайк и подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить наши следующие выпуски. Кстати, отвечаю на ваш вопрос. Часто вы спрашиваете, можно ли взять какие-то другие нитки, можно ли сплести на проволоке, на леске, на мононити. Если честно, я люблю Toho 1G. Это самые классные нитки для бисероплетения. На проволоке так не сплетешь. Проволока довольно толстый материал и не очень получится пройти несколько раз через бисер. Мононить слишком тонкая, она рвется, растягивается. То есть вы можете сделать кольцо из мононити, и потом, когда вы его надеваете на себя, оно растянется и будет уже не такое. Леска, ну, в принципе, да, можно попробовать, но будет не очень удобно ее потом фиксировать, заплетать. То есть самое лучшее это все-таки взять именно нитки для бисероплетения. Есть еще нитки Fireline, но они очень дорогие. Там, правда, есть проблема такая, там всего 2 цвета.
поэтому я люблю Toho 1G. А вот оператор моя мне подсказывает, что Toho не самые хорошие нитки. Она любит силамид, сона, KO нитки. В общем, на самом деле ниток для бисероплетения очень много разных. Попробуйте разные, но мононить, проволоку, леску я бы, если честно, не рекомендовала. Что-нибудь такое более профессиональное лучше взять, что вас не разочарует и будет радовать. Очень много разных вариантов продается у нас в интернет-магазине greenbird.ru. Ссылку на категорию с нитками я размещаю здесь под роликом. Просто зайдите, посмотрите, какие они вообще бывают. Так, а я уже тем временем сплела полоску нужной длины. Теперь я готова замыкать колечко. Загибаем кольцо и смотрим, чтобы бисер у нас здесь стыковался. Если у вас не хватает здесь бисеринки, наберите ее. Кирпичики должны идеально друг на друга попасть. Если у вас здесь все в порядке, берем и пришиваем последнюю бисеринку сюда вот к первой. Проходим через выступающую бисеринку предыдущего ряда. Подтягиваем здесь все аккуратно, и получается, что вот мы с вами сшили наше колечко. Теперь пришло время добавить глазки. Глазки мы добавляем после розовой бисерины, то есть нам нужно сделать так, чтобы наша нитка вышла из розовой бисерины. Для этого мы несколько раз туда-обратно пройдемся по бисеринкам по ходу плетения и выйдем из розовой, вот здесь. И теперь по схеме набираем одну зеленую бисерину и цепляем ее вот здесь вот за нитку между розовой и зеленой бисеринкой. Тут у нас нитки, вот так, оп, зацепили и снизу вверх прошли. Получается, мы зафиксировали бисеринку как кирпичик. Дальше у нас по схеме черная, набрали ее. Точно так же зацепились за нитку между двумя бусинками и снизу вверх прошли. И еще одну зеленую набрали, цепляемся за нитку и снизу вверх проходим. Отлично, первый ряд глаза у нас готов. Теперь остается добавить две последние бисеринки, зеленую и зеленую. Набираем первую зеленую, цепляемся за нитку, снизу вверх проходим, укладываем бисерину кирпичиком и еще одну зелененькую набираем, цепляемся за нитку между черной и зеленой и снизу вверх прошли. У нас получился глазик. Возвращаемся вниз, вот сюда вот, через блок. И теперь по ходу плетения продвигаем нашу нитку туда, где у нас начнется второй глаз. Мы должны выйти вот из этой зеленой бисерины, то есть вот отсюда. И в этом месте, точно так же, как мы сделали первый, мы сделаем второй глаз. Набираем бисеринку и цепляем ее за нитку между двумя бисеринами рядом. Проходим снизу вверх. Набираем черный глазик и тоже цепляемся за нитку. Снизу вверх прошли. И еще одну зелененькую. Зацепились за нитку между бисеринами, снизу вверх прошли. И все, две последние зеленые бусинки нам осталось. Цепляемся между черной и зеленой, проходим снизу вверх, набираем зелененькую, цепляемся между следующей черной и зеленой, снизу вверх проходим. Все, лягушка готова. Идем вниз и закрепляем нитку. Делаем несколько узелков между бисеринками. Старайтесь не вязать узелки вот здесь вот внизу, потому что их будет видно. Где-нибудь между бисеринками, там, где у нас полотно. Пройдитесь по ходу плетения и по ходу плетения завяжите несколько узелков между бисеринами. Сделали несколько узелков, теперь отрезаем нитку прям под корень. И точно таким же образом мы закрепляем вторую нить. Вставляем в иголку и несколько узелков делаем по ходу плетения. Я люблю узелков делать побольше, потому что я все время нервничаю, переживаю, боюсь, что они развяжутся. Я делаю 3 или 4 даже. Сделали последний узелок. И под корень обрезали нить. Все, наша лягушка готова. Посмотрите, как она отличается от лягушки, которую мы сделали из цилиндрического бисера. Из цилиндрического бисера лягушка получается более такая ровная, более пикселизированная. А вот лягушка из круглого бисера, она такая покривее и покрупнее, чем из бисера Делика. И сделала еще уточку из круглого бисера. Видите, она более тоже крупная такая и менее ровная. Вот такая красота у нас получилась. Много разных вариантов лягушек. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая вам нравится больше. Та, что мы делали в прошлый раз из 3 бисерин в основании кольца. Или как сегодня, из круглого бисера и из 2 бисерин в основании колечка. Сделайте обязательно таких лягушек себе, своим подружкам, своим детям. Украшайте себя, подруг и весь мир вокруг. Пока-пока. Давай, может быть, мы что-нибудь для ТикТока снимем. Давай, как они ходят. Какая чушь. Ну, классный ТикТок будет, как ты считаешь, да?
под этим роликом есть описание. Посмотрите под этим роликом. Что с тобой? Ты должна меня поддерживать. Давай мне глаза любви. Смотри на меня с нежностью и с лаской, чтобы я чувствовала себя как дома. Не надо меня критиковать. Итак, я все забыла. Что я хотела, Алина? Ты меня сбила. Сегодня я покажу, ну мы же уже объяснили, да? Я на самом деле ссылку на все виды ниток здесь под роликом. В общем, ниток для бисероплетения. В общем, ниток для бисероплетения. Все. Плетите лягух.